Арко – новый мультфильм от французского художника, показывающий нам недалекое будущее, которое, возможно, ждет и нас, если мы не возьмемся за голову. По крайней мере, нам на это намекают весь хронометраж. Однако для начала нам нужно разобраться, кто сделал этот шедевр, причем тут Натали Портман, почему все сравнивают мультфильм с работами студии Гибли и, наконец, объясню концовку мультфильма «Арко». Чтобы лучше понять, как же получился именно такой мультфильм, нам нужно сначала познакомиться с его создателем – Уго Бьенвеню. Как я уже говорил, он француз, как и другой шикарный аниматор Жереми Перен, создавший мультфильм «Марс Экспресс». Ролик о нем есть на канале. Уго, как и Жереми, учились в лучшей школе анимации во Франции, хотя я думаю, что и во всей Европе – Гобелинс. Каждый год оттуда выпускаются аниматоры разных мастей. Школа дает действительно шикарное образование, раз уже второй аниматор из Франции заслуживает мировой славы за счет одного большого проекта. Великим достижением Гобелинс является то, что она дает возможность открыть в себе свой, оригинальный стиль анимации. Чем и смог обзавестись Уго, дабы с первых кадров мы смогли узнать его почерк. Начнем мы с его ранних работ, но только для того, чтобы можно было проследить его развитие, что непосредственно приведет нас к Арко. Если посмотреть на его первые работы, то можно понять, почему его так штормило от одного визуального стиля к другому. На момент выпускных проектов Гобелинс ему было 23 года, а это возраст, когда хочется выделиться своим нестандартным мышлением. Многие творческие люди страдают этим. Кто-то меняется и становится более приземленным, кто-то так и остается в оковах тяжелого артхауса, понятного только избранным. Первые выпускные короткометражки мы трогать не будем, так как в большинстве своем Уго был лишь рабочей единицей без собственного стиля. Однако они довольно милые и забавные, вы можете посмотреть их сами. Самая первая называется Jelly Sunday, вторая – Жан-Люк. Они есть на ютубе и найти их не составит никакого труда. Первая работа, формировавшая Уго как художника со своим оригинальным стилем, стала «Je t'aime». Она создана в черно-белом, вызывающем тревогу стиле. О чем эта история, мне тяжело понять, но исходя из названия, то она явно про любовь. Позже в жизни Уго происходит самое важное знакомство, которое и начнет формировать его оригинальный, яркий, цветной стиль, а пока это все еще поиски себя как художника. Следующей работой стал музыкальный клип «Ренард. Вояж Хроматик». Если присмотреться к стилю и, так сказать, историю в клипе, то можно заметить, что он частично идет от предыдущей работы «Je t'aime», что будет повторяться еще несколько лет в последующих работах. Черно-белые цвета, большое количество контурных штрихов, а история будто бы снова про любовь. Правда, какую именно, снова непонятно. Что ж с них взять? Юношеский максимализм, все хотят выделиться и делают это как могут. Важно не то, как создан клип, а то, с кем познакомился Уго при создании. Звать его Кевин Монах. Он также является художником-аниматором, с кем работы обоих с каждым разом будут становиться все лучше и лучше. Единственное, в чем была проблема, так это то, что Кевин был на младших курсах учебы, что сильно мешало более плотному сотрудничеству. Поэтому Уго ждал, когда Кевин закончит учебу, чтобы снова начать работать вместе. Однако Бьенвеню не сидел на месте и успел выпустить еще одну короткометражку и музыкальный клип. Сюжет короткого метра под названием «Остров». Рассказ ведется от лица сталкера Дедули, который подглядывает через отверстие в стене за своей соседкой. Как я понял, это история об одиночестве и несбывшихся мечтах, где Дедули цепляется за фантазии, чтобы хоть как-то чувствовать себя причастным к обществу, хотя время уже прошло и дальше будет все более одиноко, чем вчера. Je n'ai jamais cessé de croire au retour de Suzanne. L'imminence de sa réapparition me coupait le souffle. Музыкальный клип о горе Осинин
повторяют все то, что мы уже видели. История про любовь, стиль анимации, загадочные и непонятные действия героев. Все это, конечно, очень здорово, однако не давало никакого роста, будто Уго Бенвеню застрял в собственном стиле, который не привлекает массовую аудиторию. Это пока он вновь не заколабился с Кевином, ведь их первый совместный мульт дал им довольно мощный буст и популярность в узких, но влиятельных кругах во Франции. Их первым совместным проектом стала короткометражка «Маман». По сюжету мульта мы видим семью, живущую за городом. В самом начале мать стоит на фоне дома и кричит, по всей видимости, от внутренней боли. Тем самым она пытается выпустить пар от накопившейся злости. Позже мы видим отца, которому безразличны проблемы жены, ведь она его тоже бесит. И у них на протяжении всего мульта происходит такая пассивная агрессия друг к другу. А еще у них есть сын, который совсем уже обделен родительским вниманием. Именно поэтому в конце фильма он снимает с себя трусы и начинает с ними играться. Очень показательный шортс, в котором мы видим, как рушится семья, если не пытаться решать проблемы хотя бы банальными разговорами. Здесь же можно заметить, что работы Уго начали обретать цвета, нежели просто создавать черно-белые истории из прямых линий. Как рассказывал Уго в интервью, поначалу цвет казался мне вульгарным, декоративным. В видеороликах Ренарта черно-белая гамма была вполне уместна. В следующем я пытался показать тона, оттенки. К цвету я подходил очень постепенно. Я довольно робок. Мне нужно учиться, а это требует времени. после этого проекта Уго и Кевину начали предлагать больше проектов. В следующем году ребятам снова предложили поработать над музыкальным клипом группы Jabberwocky с песней «Fog». Именно здесь и начинает зарождаться оригинальный стиль, а также атрибуты, которые будут использоваться в мультфильме «Арко». В клипе мы находимся в неком будущем, где есть летающие машины, а богатеи носят радужные очки. По сюжету девочку везут на какую-то гору, где собрались различные влиятельные дяди в очках, чтобы сделать невероятно красивую фотографию. Правда, чтобы создать ее, девочке пришлось упасть с огромной высоты. Как по мне, клип очень круто сделан. Стиль анимации напоминает комиксы 40-х годов с этими пузырьками и прямыми черными линиями. В простонародье такой стиль называется поп-арт. Давайте уже сейчас отметим галочкой стиль, отчасти цвета и, самое главное, радужные очки, которые появятся в будущем. В том же году они выпускают вступительный ролик к сериалу H-Man или He-Man, о котором мне не удалось ничего найти, кроме того, что это пародия на Хранителей. Хотя на MDB есть отметки актеров, эпизодов и так далее. Анимация выглядит прилично и снова в поп-арт стиле. Чего-чего, но то, что ребят позовут Marvel для создания коротеньких историй про Человека-муравья, я точно не ожидал. Ребята сделали 6 коротеньких историй, где Человек-муравей борется с различными злодеями. Каждый эпизод длится минуту 46, что позволит осилить каждому. Правда, проблема в том, что скачать эти эпизоды сейчас довольно проблематично. Можно только посмотреть на ютубе, если вдруг кому интересно. Однако самое важное здесь, так это цветовое решение. Если в клипе Fog стиль был все еще темным и более зловещим, то здесь мы видим, как контрастность и разнообразие цветов выкрутили на максимум. Как раз это тот самый проект, который одарил Уго пониманием цвета и где его можно использовать. Добавим галочку в копилку того, что перейдет в Арко. Следующий музыкальный клип собирает в себе уже известный яркий стиль поп-арта, но и добавляет новые элементы. Клип Dolly Zero на первый взгляд выглядит как Fog. Те же линии, горы. По сюжету мы видим, как пара из будущего едет к себе в дом, чтобы закончить свое существование. Только зачем? Когда они все сделали, на ютубе не приветствуются такие высказывания, то та же самая пара приходит в то же место, как ни в чем не бывало. Убирают останки, как написано в инструкции, а позже мы видим, что их кладут в своеобразные саркофаги. Но для чего? Все еще непонятно, но нам так и не расскажут.
Однако по песне я понял, что эта процедура позволяет им не стареть и всегда оставаться молодыми и вдвоем. Таким образом, Уго хотел показать цикличность и бесконечность любви, а также самих жертвах ради любви. В клипе мы видим еще один атрибут того, что войдет в Арка. Это, как ни странно, снова очки и стиль одежды. Они перекочуют дальше, а также станут основной фишкой Уго в последующих работах. Ставим галочку. В то же время Бьенвеню увлекается созданием комиксов, выпускает свой графический роман в уже более-менее сформированном стиле. Действие комикса происходит в будущем, и в нем фигурирует сын Трампа. Он беженец, покидает Америку после гражданской войны и прячется во Франции. Комикс прочитать мне не удалось, но в интернете есть пару страниц оттуда. Уго сделал очень красивую анимацию к своему комиксу. Видно, как он все больше закрепляет стиль поп-арт в своих работах. Однако он также продолжает и экспериментировать. Это видно в его следующем музыкальном клипе, который создан уже в 3D. В клипе Sphere of Existence мы видим первый прототип робота, который в будущем чуть изменится и также появится в Арка в одной из главных ролей. В клипе он ложится в гроб, перед этим написав свое имя Микки. Когда он пишет свое имя, в Арка будет точно такой же момент. Правда, он спойлерный, поэтому рассказать или показать не могу. Делает он это так, как все его хозяева уже давно почили, да и его батарейка тоже на исходе. Этот же робот появляется и в следующей короткометражке Уго, где мы наблюдаем за короткими вырезками из жизни этого робота. Даем галочку за робота Микки. Примерно в то же время Уго открывает свою анимационную студию под названием Remembers. Уже из-под ее крыла будут выходить следующие, все более успешные анимационные и не только проекты. Если хочешь поддержать канал, переходи на Boosty. Я сделал Patreon, если тебе неудобно на Boosty. Все ссылки в описании. Следующими важными работами в карьере Уго стали графические романы. Один из них – это Total, сборник из двух предыдущих романов про поехавшего на богатстве корпората, который хотел все больше и больше. В романе он придерживается своего стиля а-ля «Недалекое будущее», где снова появляется робот Микки. А вот следующий роман уже имеет больше вес как на полнометражку Арка, так и на последующий, уже окончательно закрепившийся стиль Уго Бьенвеню. Это не традиционный роман, а в большей степени красиво нарисованная графическая новелла с sci-fi элементами, присущие автору, сочетающий в себе сатиру в духе «Черного зеркала» с яркой визуальной эстетикой. Называется System Preference. Книга разделена на две части, обе из которых сильно отличаются друг от друга, как визуально, так и эмоционально. К сожалению, я не смог дочитать до самого конца. Уж слишком красивый здесь арт. И, честно признаться, английский у меня не самый лучший. Поэтому читаю с переводчиком. Но то, что я уже успел посмотреть, то, что я уже успел прочитать, очень завораживает. Завораживает здесь и различные интересные находки, каким видит Уго наше будущее. С забавными шлемами виртуальной реальности, напалечниками для управления в этой реальности, угловатой архитектурой и роботом-инкубатором. Для большего понимания расскажу завязку сюжета, так как в данное время она выглядит очень пророческой, учитывая, насколько много данных сегодня необходимо обрабатывать. Действие происходит в недалеком будущем, примерно через 30-40 лет. Человечество живет в метавселенной социальных сетей. Данные – самый ценный ресурс, но хранилища переполнены. Новые супер-ультра-качественные фото и видео требуют много свободного места. Хотя зачастую это банальные селфи, фотки с отпуска и такой контент для всех и ни для кого одновременно. Теперь же, чтобы освободить место для новых данных, старые культурные артефакты просто удаляют навсегда. Классические фильмы, книги, картины – все, что, так сказать, забыто алгоритмами, подлежит полному удалению.
Главный герой Ивс Мэттон работает в огромном дата-центре. Его работа заключается в том, чтобы просматривать гигантские архивы и выбирать ненужное и отправлять на удаление. Ивс кажется успешным молодым человеком. Красивая жена, высокооплачиваемая работа и ребенок на подходе. Но внутри он сломлен. Недавно умер отец, и Ивс возненавидел свою профессию. Он видит, как общество превратилось в стерильное бездушное место, где искусство создается только ради денег и алгоритмов, а фильмы и сериалы штампуются без души. Ведь новые технологии позволяют просто-напросто на этапе постпродакшена менять прически, лица, эмоции, дабы заполнить дофаминовую яму пользователей. Ничего не напоминает? Чтобы спасти хотя бы часть культуры, Ивс тайно копирует шедевры прошлого, вроде «Космической Одиссеи» Кубрика и другие классические произведения. Позже он загружает их в память семейного робота-суррогата по имени Микки. Микки – это беременная робо-няня, которая вынашивает дочь Ивса, так как его жена не хочет ходить 9 месяцев с ребенком в животе. Робот подходит идеально, у него есть свободное место в памяти, а еще данные надежно спрятали внутри носителя, а именно ребенка. Ну а что же будет дальше по сюжету, я, во-первых, не дочитал, а во-вторых, спойлерить дело неблагодарное. Темы, которые поднимаются в романе, а именно ценность настоящего искусства против ИИ шлака, может ли машина любить сильнее, чем люди, которые сдались алгоритмам, передача наследия следующему поколению. Все эти темы Уго поднимал еще в 2019 году, когда сегодня, спустя 7 лет, они как никогда актуальны и заставляют задуматься, куда нас может все это привести. Если у вас есть желание прочесть самому, я оставлю ссылку в описании, где можно это сделать. По сути, на тот момент System Preference стал магнум опусом Уго, после чего его завалили наградами и стали звать куда чаще поработать вместе. Дальше у него пошла череда различных рекламных проектов, где мы теперь уже видим его сформировавшийся взгляд на вещи и яркий визуальный стиль. Ну что ж, мы наконец добрались до того момента, куда вела вся жизнь Уго Бьенвеню – Арко. Все началось еще в 2019-2020 году, когда был нарисован первый скетч, как мальчик в радужном костюме падает на землю. Ну а дальше уже история начала писаться сама, не без участия профессиональных сценаристов, естественно. С этого момента началась проработка идей и концепций, стиля и посыла, что привело нас уже в 2020 году к первому трейлеру проекта. Однако при первом взгляде видно, что мир выглядит иначе, нежели в конечном продукте. Он больше похож на обычный, сегодняшний, без особых изысков. За исключением робота Микки, которого мы видели уже и не раз, голографическая ваза появляется и летающая машина на заднем плане перенесутся в финальную картину. Остальное же пока все выглядело не особо похожее на визуальное наслаждение. Поэтому работа продолжилась, но, к сожалению, одному это все не вывести, а значит нужен бюджет, да побольше. Первое время Уго с партнером Феликсом сами оплачивали труды аниматоров, только этого хватило всего лишь на 45-минутный черно-белый аниматик. Французские компании и продюсеры не хотели вкладываться в проект, так как не видели в нем будущее, выглядел он уж слишком вычурным. Однако позже один из самых больших вкладов в проект сделала Натали Портман после просмотра того самого аниматика и сценария. По ее словам, после того, как она это все увидела, буквально загорелась идеей. Во-первых, видение режиссера было ясным и эстетически прекрасным. Искусство было потрясающим, а история глубокой, осмысленной и важной именно для нашего момента в истории. Во-вторых, это невероятно вдохновляющая история о том, как мы можем посмотреть на будущее и на вызовы, с которыми сталкиваемся сегодня. Плюс ко всему, мультфильм подходит как для детей, так и для взрослых. Именно поэтому она не только вложила деньги и имя, но и помогла лично. Собрала звездный англоязычный каст. В него вошли Уилл Феррелл, Марк Руффало, Америка Феррера. Ее вы можете знать по дурнушке Бетти. Фли, басист из Red Hot Chili Peppers, и Энди Сэмберг, больше всего известен по сериалу «Бруклин 9.9».
Сама Натали также озвучила 2 роли и на протяжении всего производства защищала оригинальное видение Уго, чтобы фильм оставался хрупким, авторским и 100% французским по духу. Общий бюджет картины составил 9,5 миллионов евро, что позволило всему творческому коллективу плотно заниматься проектом до самой премьеры в 2025 году. И вот, премьера состоялась, а мультфильм отправился путешествовать по различным наградным церемониям, где, к сожалению, смог обзавестись только нескончаемыми номинациями, но победить удалось только на Annie Awards, а Уго удостоился награды на Анси. Арка также был номинирован на Оскаре, но кей-поп-охотницы на демонов все же урвали победу. Обидно, конечно, но мы не будем огорчаться, ведь настоящие эстеты знают, кто на самом деле всех победил. Если что, я про Арка. Что ж, наверное, нужно рассказать сюжет самого мультфильма для тех, кто не смотрел. Не бойтесь, я расскажу только завязку сюжета. Также я сообщу, когда будут важные или спойлерные моменты. Основное действие происходит в будущем, где мир переживает серьезные экологические изменения, города стали более технологичными, но при этом чувствуется, что природа сильно пострадала, вызывая все более тяжелые катаклизмы. Главная героиня, девочка Айрис, живет в этом мире и ведет довольно обычную жизнь для этого времени, пока однажды не происходит странное событие. С неба буквально падает мальчик по имени Арко, одетый в необычный радужный костюм, позволяющий путешествовать во времени. В голове у него зеленый кристалл, прям как в Симсе. Кстати, с испанского «Арко Айрис» переводится как «радуга». Это так, к слову. Идем дальше. Выясняется, что Арка прибыл из еще более далекого будущего, где люди научились перемещаться сквозь время, но строго соблюдает правила, чтобы не нарушить ход истории. Однако из-за неопытности он оказывается не там, где хотел, и теперь рискует изменить будущее до неузнаваемости. Айрис решает помочь ему скрыться и разобраться, как вернуться домой. Первым делом, что бросается в глаза, так это улучшенный стиль анимации. Он стал более чистым, что ли? Почему-то его многие сравнивают с работами Хаяо Миядзаки и его мультфильмом «Рыбка Поньо». Хотя я здесь ничего схожего вообще не заметил. Это оригинальный стиль, который не похож ни на что. Самое большое впечатление на меня произвело количество цветов. Радугу мы не берем в счет. Красный, желтый, синий. Именно в эти цвета и одеты главные антагонисты мульта. Хотя антагонистами их будет сложно назвать. Почему? По спойлерным соображениям я не могу рассказать. Такое же насыщение цветов мы видели в короткометражках «Человек-муравей». Еще один момент, который хотелось бы отметить, так это одиночество. Ощущение некой пустоты. Когда я смотрел мульт, обратил внимание, что вокруг как будто всегда пусто. Нет людей, нет событий, тишина и пустота. Единственные места скопления людей были супермаркет и школа. Все. Об этом я еще скажу чуть позже, поподробнее. По пунктам разберем, что же появляется в мультфильме «Арко» из предыдущих работ Уго Бьенвеню. Очки виртуальной /дополненной реальности. Они часто фигурируют в его работах. Костюмы и комбинезоны. Также частая фишка автора. Робот Микки вообще является визитной карточкой. Охотники за радугой носят очки, которые также появлялись в музыкальных клипах. Обычно олицетворяют богатых, либо принадлежащих к высшему сословию. Яйцо-переноска. Очень похоже на сосуд из System Preference, где робот Микки вынашивал ребенка. Напальчники также появлялись в System Preference. И, конечно же, индивидуальный стиль анимации, о котором я уже говорил и не раз. Здесь мы ищем мультфильмы по описанию. Переходи, вдруг мы сможем тебе помочь. Также ты можешь подписаться на мою телегу, там выходят новости о канале и не только. Дальше я хочу разобрать сюжетные, они же спойлерные моменты. Если ты боишься, то тогда мотай на эту отметку. Самое банальное – это мораль экологии, которая проходит через весь мультфильм глазами ребенка. Нам показано будущее, где бушуют ураганы, пожары и другие стихийные бедствия. Они происходят достаточно часто, поэтому люди придумали создать специальный защитный купол для дома. Он активируется автоматически и может выдерживать высокие температуры, сильные порывы ветра и бог весть что еще. Тем самым это изобретение огораживает тебя от соседского дома и помещает в пузырь. Социальный пузырь, в котором нет места социальности и все больше огораживает тебя от других людей,
нежели от самих стихий. А сцена, в которой люди уже привыкли так жить, не замечая творящийся ужас вокруг, говорит нам о том, что им легче закрыть глаза, отвернуться, уйти в виртуальную реальность, нежели наблюдать гибель планеты. А уж тем более что-то сделать с этим. Are you here to pick up supplies? Did you see the news? They're saying we'll be totally stuck at home soon. Clifford, meet me at checkout. Yes, Dad, coming. Однако люди не дураки, и мы видим, что мир населен роботами, которые заменяют самые важные профессии. Строитель, полицейский, скорая помощь, учитель. Там, где человек будто бы не нужен. Все может выполнить супер прокачанная программа. Однако теперь получается, что людям все же приходится работать на более тяжелых, не физически, но умственных работах, дабы обеспечить себя и свой быт, где, скорее всего, робот – это дорогое удовольствие. Что мы наблюдаем у нашей главной героини Айрис? Родители оставили ее вместе с роботом-няней Микки. Ладно, маленькую девочку, ей около 10-12 лет, но и грудного ребенка. Получается, в этом мире настолько сильно идет упор на роботов, что даже таких маленьких детей оставляют? Странное будущее. Тут же мы сразу возвращаемся назад к словам об одиночестве. Каждый где-то там, сам по себе, а связь есть только посредством голографии. Однако, как и переписка в интернете, это не дает настоящего эмоционального прилива нахождения вместе с человеком и все больше отдаляет людей друг от друга. I have to get up early. Turn off the light soon, okay? Yes, Mommy. I love you so much. Обратите внимание на темы, поднимающиеся в мультфильме. Они присутствуют уже сейчас, что дает пищу для размышления о нашем с вами будущем. Подумайте на досуге. Ну и еще одна из важнейших вещей, которую транслирует Уга, так это сохранение истории. Об этом был комикс System Preference, где робот Микки хранил исторические данные. Барка же сделали тоже пару акцентов на этом. Например, радужные люди из будущего, чтобы изучить что-либо, отправляются в прошлое, дабы воочию изучить историю и посмотреть, как оно было на самом деле. В школе Айрис тоже был момент, где она находилась в специальном классе, где можно было наблюдать или даже находиться в определенном историческом моменте посредством голографии в классе. Что ж, ты наконец добрался до момента, когда начнется объяснение концовки. Концовка здесь на самом деле не такая уж и сложная, но, как оказалось, многие ее не поняли, поэтому я решаюсь помочь разъяснить этот момент. Когда мы видим много радуг, нам отчетливо показан фрагмент того, что родители Арка много и долго искали его. Именно в этот момент времени они были здесь уйму раз. Но единственное, что было сложно здесь, так это найти не только временной отрезок, но и место, где бы он мог находиться. Потратив уйму лет на поиски, один наскальный рисунок Микки дал хоть и одну, но мощную подсказку. Они здесь. Таким образом, после во времени рисунок оставался годами, веками впереди. Получается, что до определенного момента рисунка нет, а после он есть. Получается, они нашли правильный временной отрезок и место, грубо говоря, сложив 2 плюс 2. We searched everywhere for years. We traveled all through time looking for you. Это одно объяснение. Сейчас будет самое интересное. Позже нам показывают пролет камеры, где видно взросление Айрис через фотографии. Основным и большим рисунком остается архитектура домов будущего, которые и описал Арка. По фоткам видно, что Айрис заканчивает высшее учебное заведение и параллельно улучшаются картинки домов будущего, становясь уже чертежами и позже макетами. Затем это перетекает в математические вычисления, а также более подробное изучение преломления света, которое в итоге превращается в радугу. О чем нам все это говорит? Дело в том, что в самом начале, когда Арка прилетел, он хотел как можно скорее улететь и не испортить ход времени, чтобы будущее оставалось таким, какое оно сейчас. Однако последние кадры нам явно показывают то, что именно его появление в этот момент времени и запустило тот ход событий, который приведет к тому самому будущему, откуда прилетел Арка. Другими словами, Арка изменил и улучшил будущее своими рассказами и в особенности рисунком зданий. Надеюсь, я смог нормально объяснить и вопросов не возникнет. В любом случае, я готов к обсуждению в комментариях. Самый важный аспект, на мой взгляд, так это то, что главными героями выступают дети, показывая нам непорочность, чистоту и невинность в мыслях и действиях. Тем самым есть стойкое ощущение искренности.
Именно поэтому они так легко находят общий язык, чтобы помочь друг другу. Ты доверяешь героям, учишься чему-то новому через призму детского взгляда на мир. You said something not very nice. Oh yeah, what'd I say? No, I can't repeat it. It's too gross. Вот обратите внимание на этих трех парней в разноцветных пиджаках. Они как великовозрастные дети, которые до сих пор верят в чудеса. И их не смущает этот факт, а даже вызывает некую гордость. Если посмотреть на нас, то мы и сами-то позабыли, каково быть ребенком. Уже не верим никому и ни во что. Нам хотя бы иногда стоило бы отключаться и наслаждаться весельем, не замечая внешних проблем. Ну и еще один важный посыл мультфильма говорит нам о том, что обновление общества в первую очередь кроется в отдельных людях и их способности к сотрудничеству и доверию, а не сухом технологическом прорыве. Арка – это невероятный синтез всего предыдущего. 15 лет Уго наблюдал и критиковал одиночество, техническое превосходство, потерю культуры, как в комиксах, так и в короткометражках. Он взял свой фирменный визуальный язык, роботов, мироощущение, детское восприятие и превратил в сказку о дружбе, экологии и человечности. Уго тем самым хотел сказать, что мир можно изменить, если доверять своим чувствам и воображению. Я думаю, что Арка – это не конец пути, а его ярчайшее произведение. То, что Уго рисовал всю жизнь, наконец обрело форму большого цветного полнометражного мультфильма, да еще с таким посылом. И теперь я иногда задумываюсь, а что если радуги – это люди из будущего, путешествующие во времени? Надеюсь, вам было интересно. Если это так, то прошу вас поделиться с теми, кому также будет интересен этот ролик. Обычно такие ролики мало кому заходят, поэтому некий буст будет очень даже полезен. Ну и на канал подпишись, дальше больше.